Эверест Илходзе 2021. Итоги экспедиции, новости и немножко сплетен по состоянию на 3 июня 2021 года. Намасте, друзья! Сейчас я нахожусь в отеле Алофт в Катманду. Нашел тут уютное тихое место, но, к сожалению, тут немножко жарко. Мы только вчера прилетели с базового лагеря в Катманду на вертолете. Благо сейчас, когда лагерь снимается, вертолеты курсируют как маршрутки. Они вывозят всех участников оставшихся, а также грузы. Поэтому улететь на вертолете не составляет большой проблемы. У себя в соцсетях я регулярно публиковал новости, обновления в сторис, в постах, в инстаграме и в фейсбуке. Поэтому те, кто подписан, уже плюс-минус знают, о чем пойдет речь. Те, кто же не подписан, рекомендую подписаться, ссылочки оставил в описании. В этом же видео хочу поделиться новостями о том, что с нами происходило после 17 мая, когда было опубликовано предыдущее видео на моем YouTube. Итак, не дождавшись хорошего погодного окна, мы спустились во второй раз на отдых в Дебоче на высоту 3750. Это было 15 или 16 мая. Мы ели, пили, спали, отдыхали, всячески восстанавливались и старались набраться сил. Провели в Дебоче около 4 или 5 ночей, 5 ночей, по-моему, и в базовый лагерь вернулись 21 мая. К этому моменту уже часть групп стартовала, которая хотела попасть в погодное окно 23 мая на вершину Эвереста. На самом деле окно было такое себе, передавали ветер около 50 км в час, а 24 около 60. И это очень весомый ветер. Если идешь без кислорода, шансов фактически нет сходить в такой ветер. С кислородом есть, но тоже риски очень большие. К тому же окно было очень маленьким, всего 1 или 1,5 дня, ну такой, скажем, средней спасности погоды между непогодой. Оно могло просто схлопнуться, и все люди, которые шли бы на штурм, попали бы в передрягу. Но тем не менее, около 300 или 200 с чем-то человек 22 мая шло между 3 и 4 лагерем. Возможно, вы видели фотки в интернете этой очереди. В принципе, я ее найду, вот прикреплю эту фотографию. И 23 мая саммит удался многим. Примерно 180 человек, включая шерпов, достигло вершины Эвереста. 24 мая погода была еще более ветреная. Но тем не менее тоже единицы смогли достичь вершины и 24 мая. В то же время показатели были не сильно хорошие, если взять общие. Например, в некоторых команд из 30 участников 23 мая поднялось всего 2. А в такой известной компании, как IMG, International Mountain Guide, с 8 участников поднялось 4 в сопровождении целых 16 шерпов. Ну вот такие показатели. В то же время, то, что интересует нас, команда Валентина Сипавина поднялась в полном составе 23 мая, а именно сам Валентин, 3 девушки, Алла, Оля и Ира, которые стали первой белорусской молдаванкой и украинкой с Днепра, которые поднялись на Эверест. Также Игорь поднялся на Эверест со Львова. Сам Валик тоже сходил на вершину, спустился в 4-й лагерь и после этого 24 числа поднялся на Илходзе. Таким образом закрыл 2 вершины. Это сложная задача. Я так планировал сделать в 2018 году, но из-за снежной слепоты у меня этот план накрылся. Валик это сделал, молодец, поздравления ему и всей команды. Также на Илходзе 24 с его команды поднялся Паша. В то же время в команде 7 вершин Саши Абрамова тоже было несколько групп на горе. Кто-то был в 4-м лагере, кто-то в 3-м. Группа с 4-го стартовала 23-го на Эверест. Подняться удалось 5 участникам. Сам же Саша с еще одним участником развернулись из-за, наверное, плохой погоды и плохого состояния здоровья. Остальные группы, которые были в 3-м лагере, застряли там на недельку, наверное.
И в принципе я очень переживал, чтобы 23-го не было много трагичных новостей. Ну и их много не было. Но все же одна новость была. Погиб шерпа 7 вершин в 4-м лагере. И его тело до сих пор, насколько мне известно, лежит там в палатке. Тем не менее, много кто поднялся 23-го, 24-го. Кто-то получил обморожение, кто-то серьезные, вплоть до ампутации, но это все с других команд, и это нас особо не касалось. Тем не менее, вершина была достигнута. И в этот момент, конечно, немножко меня терзали сомнения, потому что мы все еще ждали погодного окна, которое лучше, а тут вот ребята сходили, участники тоже сидят, думают, блин, а может надо было идти, может надо было попробовать, надо было рискнуть. Но до сих пор я считаю, что 23-е не было хорошим погодным окном, и отлично, что всем восходителям повезло, и погода была чуть лучше, чем в прогнозе, а не чуть хуже. Была бы она чуть хуже, то, конечно, пришлось бы не сладко. В общем, мы ждали, прилетели с зеленки, прилетели в базовый лагерь, ждали хорошего прогноза погоды. И он пришел на 28-29 мая, и мы готовились к выходу. Перед этим окном с 28-29, которое начиналось, обещали несколько дней снегопадов с 26 числа, поэтому мы решили выходить 25 во второй лагерь, чтобы переждать снегопады там. Наташа вышла 24-го, чтобы разбить длинный переход из 5300 на 6500 на 2. И она 24-го дошла до первого лагеря, 25-го до второго. Мы же остальной командой все поднялись сразу во второй лагерь, так как делает большинство. И 25-го были во втором. И тут непогода показала себя в полной мере. Были сильные ветра, были сильные снегопады. Четыре дня мы так жили во втором лагере, особо не выходя на улицу, только там покушать и сходить в туалет. И то сходить в туалет — это было отдельное приключение. В один из моментов нас туалет один просто снесло. 28-го я уже фактически отчаялся. Погода смещалась, снегопады не прекращались. 28-го все еще ночью снежило, палатку засыпало до половины. Я плохо очень спал, боялся, что палатку засыпет, кончится воздух, тогда можно просто задохнуться в палатке. Постоянно контролировал, есть ли приток воздуха. Но тем не менее утром 29-го была хорошая погода, и это радовало и давало надежду. Вернулась уверенность, что не зря мы все вот это ждали, терпели. Я напомню, что уже шло там 50 или какой-то день экспедиции. В сумме она у нас заняла фактически 60 дней. Это очень долго. Обычно экспедиции занимают такие, 45 дней пускай. А у нас уже было на 2 недели дольше. Мы пошли к Нимсу советоваться, что же делать. Бо на горе было 4 команды к тому моменту было на горе. Наша команда Кулуара, Нимса. Кто не знает, у меня есть с ним интервью. Это непалец, который прошел все 14 восьмитысячников за 6 месяцев и 6 дней. И, кстати, я купил у него десяток книг, где он подписал своим автографом. И чуть попозже мы будем их разыгрывать в соцсетях. Еще один повод подписаться. Так вот, была моя команда, была команда Нимса, была команда Арнольда и была команда индийских офицеров полиции. Индийцы решили свернуть экспедицию и 29 числа пошли вниз. Мы, Арнольд и Нимс, решили продолжать восхождение. Как можно было развернуться, если вот вершина уже рядом и в принципе погода хорошая. Пообщались с Нимсом, обсудили планы, потом он куда-то пропал, и вечером этого же дня он выдвинулся на гору. Это было 29-е. 29-го они шли в 3-й лагерь, 30-го в 4-й, чтобы 31 мая быть на вершине. Почему Нимс так сделал? Потому что у него в команде было 3 девочек, которые хотели сходить Эверест и Лхотзе одним приходом.
Поэтому у них, собственно, вариантов не было. Нужно было 31-го Эверест, 1-го Алходзе. И 2-го обязательно нужно было быть во 2-м лагере, потому что его просто уже должны были снимать. Поступали там какие-то приказы от правительства, айс-доктор бунтовали, хотели еще 31-го разобрать Кумбу. Но как-то удалось это все отстрочить. У нас же тоже 29-го стартовал Юра Солодухин, который вначале планировал идти на Алходзе, но потом мы ему прямо в базовом лагере, это исключительная практика, смогли оформить пермит на восхождение на Эверест. И он, конечно, доплатив там весомую сумму, 31-го планировал подняться на Эверест, а 1-го вместе с нами подняться на Алходзе. Поэтому он выдвинулся вслед за командой Нимса. Все остальные, кто шли на одну вершину, выходили 30-го со 2-го лагеря. И 31-го должны были быть уже в 4-м и в ночь с 31-го на 1-е стартовать. Что еще с примечательного произошло? Вот я хотел в ночь с 29 на 30 хорошенько выспаться, даже выпил снотворное, заснул и проснулся от ужасного шума. Будто бы ураганный ветер бился в палатку, потом туда начал залетать снег, потом я понял, что это лавина, я палатку держал, чтобы она не прогнулась. Ну, в общем, припорошило, или, ну, не присыпало, но палатка была нормально наполнена снегом, особенно моя часть. Лавина знатная, она сошла с Нупце, и это весьма далеко и удивительно, потому что днем у нас один раз лавина припорошила, вот прям припорошила, это видео вставлю. Лавинной пыли почувствовать. Смотри, солнце закрывает. Теперь всем можно рассказывать, что на нас сошла лавина. По крайней мере, припорошила. Ого-го! О! А! Блять. А потом ночью вот просто накрыло. Слава богу, это уже был финальный такой язык лавины. Она фактически смела, сравняла с землей лагерь, 2-й лагерь Нимса, палатки участников, столовую палатку, все выровняла, все снесла. Итак, похоже, что лавина сошла где-то вот тут, оторвались карнизы на склонах Нупца. Огромная, просто невероятная, я себе не представляю. Вчера нас одна припорошила, но она вот прошла все эти разломы, и стеночка есть перед лагерем, и расстояние весьма большое. Но видите, тут лагерь почти уничтожен. И вот палатки участников Нимса. Одна какая-то чудом стоит, а следующая просто смело. Я бы сказал, что хорошо, что они вчера вышли. Вот что с палатками. Да, мы еще, конечно, отделались легкой кровью. Ну как, просто снег повыметали с палатки. А вот что с Дайнинг холлом. Дайнинг холл — большая красивая палатка, которой просто не стало. Стоит несколько тысяч $. И все это было уничтожено одной большой лавиной. Хорошо, что Кичен фактически выдержал, только стеночку порвало. Намасте, дай! Наши палатки только немножко порвало и только присыпало снегом внутрь. Мы все очистили, лягли спать и дальше, в принципе, нормально выспались. 30-го выдвинулись вверх. В принципе, переход в 3-й лагерь ничем примечательным не запомнился. В 3-м лагере мы уже спали с кислородом. С 3-го шли в 4-й тоже на кислороде, уже на 2-ке. Пришли, там пока еще не было наших палаток, в 4-м лагере Алходзе их сложно поставить. Шер поставили, на одну палатку уходит где-то 1,5 часа. Ребята, которые шли на Эверест, продолжили свой путь. И там 4-й лагерь Алходзе на высоте 7700 по тропе. А дальше по тропе находится 4-й лагерь Эвереста на высоте 7900. И в ночь с 31 на 1 июня все мы стартовали. Кто на Эверест, кто на Алходзе. И я уже себе думал речи, что буду вот поздравлять с первым днем лета, с вершины Алходзе, что будет все так классно. Но, тем не менее, мы поднимались очень хорошо. За 2 часа набрали больше 300 метров вертикали. Это хорошая скорость. Я шел на 2-ке на кислороде. Но после этого уперлись в препятствия.
Шли мы по перила, склон весьма крутой, и снега было очень много. Выпало за вот эти с 26 по 28, ну, наверное, метр снега местами, там переносами, где-то меньше, где-то больше. Но много выпало снега. Шли мы, тропили, раскапывали перила, пока не уперлись до момента, когда перила оказались на метр погружены в снег. Вытянуть их было нереально. В кулуаре тоже было очень много снега. Шерпы пошли вперед, несмотря на то, что была лавинная опасность. Я реально очковал щелкиваться от перил, идти вперед. Склон крутой, лавина может сойти в любой момент, и ты улетишь просто ко второму лагерю на высоту 6400, 1500 метров перепада, и вряд ли остановишься. Поэтому мы немножко прошли, перила найти не удалось, кулуар был засыпан, лавинная опасность была чересчур большая, и рисковать мы не захотели. Мы приняли решение развернуться. До этого, нас было всего 4 участника и 4 шерпа. 3 с моей команды, 1 с интернациональной. Ним же свое восхождение на Алходзе до этого отменил фактически без попытки. И поэтому вот 8 человек нас было на горе, мы пробовали, но, к сожалению, не в этот раз. Иногда такое бывает. Я вот вообще пришло такое осознание, что восхождение на большие горы — это как процесс, в котором есть саммиты, есть не саммиты. И это нормально, без этого никуда нельзя со стопроцентным успехом всегда подниматься. Главное не перегибать вот эту палку риска, не наражать себя на лишние риски, всегда спускаться живым и здоровым. Тогда, в принципе, то, что ты не поднялся, это даже не поражение. Поражение одно: когда ты остался на горе и не спустился с нее. Вот это поражение, несмотря на то, был саммит или нет. А если ты спустился целый и здоровый, пускай и без вершины, ты приобрел опыт, знания, которые помогут в будущем сходить на нее или избежать каких-то трагедий, и это уже неплохо. Хотя, конечно, хотелось бы сходить на гору. Дима с Пашей, участники, так солидно расстроились, я чуть меньше. Я уже, в принципе, переварил это. Мне, наверное, помогла новость о том, что все с нашей команды кулуара поднялись на вершину Эвереста. Это было радостно. Я только ждал. Это произошло в период с 6 утра до 9 утра 1 июня, до 9:30 может. И я ждал новостей, когда они спустятся сначала в 4-й лагерь, потом спустятся и ниже. В тот же день 2 Сергея, Сергей Денисенко и Сергей Белов, спустились во 2-й лагерь, а Никита остался ждать Наташу и Виталия в 4-м лагере. Они спускались уже во 2-й лагерь на следующий день. Но так или иначе, 2 июня все уже были в базовом лагере. И 3 июня мы уже вылетели в Катманду утром. Быстро собрались и прилетели в Катманду. История экспедиции, если вкратце, заканчивается. На Эверест поднялось 6 из 6 участников кулуаровцев. Это в первую очередь Никита Балабанов в роли тимлидера, Наташа Владыкина, первая киевлянка на Эвересте, Виталий Хининзон, первый таджик на Эвересте, Сергей Денисенко, первый, может и не первый, Сергей Денисенко первый, кто поднялся с южной стороны, с Узбекистана, Сергей Белов с Риги и Юра Солодухин с Смоленска, наверное, тоже первый со своего города. На Эвересте на самом деле очень легко ставить рекорды. Всего же на Эверест было выдано 404 пермита для участников и 636 шерпов было задействовано, по-моему. А поднялось 175 участников и около 330 шерпов. То есть success rate, показатель успеха, составил для участников около 38%, что на самом деле мало, потому что средний показатель это 60%. Но в этом году были очень тяжелые погодные условия, плюс ковид, много экспедиций свернулось даже без попытки штурма. И я на самом деле очень счастлив, что в такой сложный год нам получилось всю команду на Эверест поднять вверх, поднять на вершину, и что все спустились живыми, здоровыми и счастливыми. На Алходзе ситуация еще более нестабильная, что ли. Было выдано около 108 пермитов, а поднялось, мне кажется, меньше 20 человек. Точных чисел я сейчас не знаю, но где-то, может, 15, может, в
пределах 15-25, то есть около 20%. Все остальные не поднялись и свернули свои экспедиции, или вот как мы попробовали, но не смогли дойти до вершины. Еще, кстати, добавлю, что в этом сезоне не удалось подняться никому на Тхуалагири и на Макалу. До вершины так и не были провешены перила из-за недостаточной manpower или из-за плохой погоды, или из-за этих обеих факторов вместе. А вот на Анапурную сезон был очень удачный, и за один день поднялось там 67 человек за день, когда за всю историю до этого поднялось меньше, чем 230, там 220 с чем-то, 226, по-моему, а тут за день 67. Вот такой вот сезон выдался в Гималаях, очень непростой, очень со сложной погодой. Многие задают мне в личку вопросы, у меня там около 1000 сообщений, потому что наложились и вершины, и день рождения. Я когда-то их разберу и всем отвечу, но я и так вижу, что спрашивают за Христю Мохнатскую, была ли она на вершине. Ну, для меня лично ответ очевиден, потому что очень много нестыковок, но я постараюсь вам рассказать то, что я знаю, и постараюсь, насколько смогу, не делать выводов, а пускай вы их сделаете сами, хотя, по-моему, выводы тут и делать-то особо нечего. Не буду касаться прошлого Христи, а вот только по этой экспедиции. Первое, что меня смутило в этой экспедиции, ну, кроме того, что было заявлено, что Христи идет без кислорода на Эверест с опытом Охаса, и то там скандального, и Арарата, и, по-моему, это все по высоте, идет без кислорода на Эверест, но это же совсем другая история. Так вот, первое, кроме этого, что меня смутило, это озвученная стоимость. Дело в том, что в новостях написали, ну, наверное, с подачи самой Христи, что стоимость экспедиции ей обходится в $114 000. В то же время, как я знаю, что заплатила она около 60, учитывая 2 шерпов и 10 кислородных баллонов при бескислородном восхождении, напомню. Зачем была озвучена в новостях сумма 114? Возможно, она собрала со спонсоров столько денег, и надо было их как-то оправдать. И тут надо отдать должное, потому что у меня никогда не получалось собрать даже близко похожую сумму со спонсоров, даже просто, чтобы покрыть любой 8000-ник, а у нее получилось. К слову, ну, возможно, я вот с ней пересекался, мы несколько раз общались. Очень милый голос, очень улыбчивая блондинка, женщина, возможно, это ей помогает искать спонсоров. У меня так не получается. Во-вторых, смутил пост, когда она на акклиматизации написала, что дошла до высоты 7900 без кислорода. Рядом с ней шел Петя с Олегом, и ну, они вроде чуть раньше развернулись, но в любом случае было известно, что до 7900 она не дошла, это 4-й лагерь Эвереста. Максимум, куда она могла дойти, до 3-го лагеря Лхотзе, но скорее всего даже ниже, где-то желтого пояса. То есть на высоте 7500-7700, где-то в этих пределах, как мне кажется. Но точно не 7900, и тут ошибки с высотой не могло быть, потому что там объективные показатели. Но тем не менее, у себя в посте она написала, что дошла до 7900, несмотря на то, что фото 4-го лагеря Эвереста не было. Зачем так делать, мне непонятно. В-третьих, самая жаркая история, это история с саммитом, и это полная жесть. Я не знаю, зачем так делать. Я очень не люблю ложь, и особенно, когда она касается гор и Эвереста в том числе. Но, повторюсь, приведу факты, которые я знаю. Во-первых, сначала вышла новость о бескислородном восхождении Христины. Было назначено время 7 часов 4 минуты. 1 июня, бескислородное восхождение, что она по телефону набрала, по-моему, ректора университета Данила Галицкого и сообщила эту новость. Сразу ее опубликовали где-то в новостях, и мы, конечно, были в шоке, потому что мы, сидя в 4-м лагере Лхотзе на высоте 7700, видели, как она шла с кислородом. Она, в принципе, шла не очень быстро. Я когда на пути с 3-го 4-й лагерь обгонял, то Христина вышла в 6 утра, мы вышли в 9, около 9, и где-то на высоте 7400, а 3-й лагерь на высоте 700, то есть после 300 метров набора, я ее обогнал, она шла тогда без кислорода, шла очень медленно и потратила
было 11 утра или около того. Больше 5 часов на вот этих 300 метров набора на высоте 7 с чем-то, ниже 7,5. Когда мы пришли в 4-й лагерь, мы уже были в палатке, их поставили, и потом она уже приходила, используя кислородный баллон. А тут новость о бескислородном восхождении. Мы, конечно, в шоке. По-моему, Дима там начал выкладывать видео, где она шла с маской кислородной. Эту новость быстренько удалили. И дальше появляется новость просто о восхождении. А в этот же момент мы уже поднялись на вход, спустились. Я с рацией постоянно на связи с шерпами. Говорят, вся твоя команда зашла, но одна там девочка с Украины не поднялась. Ну окей, думаю, главное, что мои все зашли. Этот вопрос меня не сильно интересовал. И на самом деле я бы хотел, чтобы Кристина поднялась, но чтобы это было по-честному. Никаких проблем в этом не вижу. Поднялась с кислородом, поднялась, все хорошо. Только вот без кислорода считаю, что было заранее провально. И что? Ну, в общем, мы начинаем спуск с 4-го лагеря во 2-й, потом сразу в базу. Начинают появляться новости о восхождении Кристины. Я уточняю в Давы Шерпы, в Таши Шерпы. Это собственники и директора компании Seven Summit, которые организовывают восхождение для нас и для Кристины в том числе, как части интернациональной команды. Поднялась она или нет? Говорят, что не поднялась. Я до конца не знаю, кому верю, то ли Христине, то ли, может, организаторы Шерпы что-то напутали. 10 раз уточняю, но говорят, она на вершине не была. Потом Кристина спускается к базовому лагерю, начинает писать посты, что она была на вершине. Сначала появляется пост с одной фотографией. Ей в комментариях пишут, что он отфотошоплен. Тогда тот пост быстро стирается и появляется новый. Тоже с отфотошопленной фотографией на вершине. При этом Кристина занимает очень такую выгодную позицию жертвы несчастной и несправедливо обиженной. Пишет, что куча хейтеров, которые ее не любят, никто в нее не верит, а вот она такая святая. И появляется пост, там, не знаю, десяток фотографий невнятных, и одна из них на вершине. Понятно, что я продолжаю уточнять в организаторов, точно ли она не была. Вот же, не может же человек так уверенно утверждать, что он был, не будучи на вершине. Вот мне в мозгу это не вкладывается. Но все еще подтверждаю, что нет, вершины не было. Дима начинает писать опровержение, появляется целый баттл в Фейсбуке. Кристина выкладывает новый пост, где говорит Шерпе, где заставляет говорить шерпов, рассказывать какую-то историю, рассказывает, что она там спасла жизнь одному шерпе фактически. Второй поднялся на вершину, а вот она за 15 метров от вершины развернулась, причем уже говорит, что не дошла 15 метров, я думаю, по вертикали, и развернулась. А перед этим в посте была фотка, она фотошопленная, ее же с вершины, самой вершины. Несостыковка, как так получается, я не знаю. И тут же в комментариях она выкладывает фото своего шерпы на вершине, именно то, с которого потом и делался фотошоп, куда потом влепили просто фотографию Кристины. Не знаю, кто таким занимался, но так нельзя делать. Вот эти два фото. Вы можете обратить внимание на повязку на левой руке шерпы. Она в одинаковом положении, а также на положение флагов, теней и прочего всего. Явно, что на вторую фотографию, которая справа или слева, просто влепили нового человека. Человека, который держит флаг без перчаток 1 июня, когда было очень ветрено. Наши все участники фоткались в перчатках. И для примера, вот просто посмотрите, сколько фотографий у Наташи, нашей участницы, которая была 1 июня на Эвересте. В общем, выкладывает вот такой пост. И это, конечно, заставляет копаться еще более в деталях. Я прошу Даву Шерпу, директора Seven Summit, набрать Калдена Шерпа, который сопровождал Кристину. И он рассказывает такую историю, что Кристина почти дошла до ступени Хиллари. Или, может, дошла, в общем, где-то возле ступени Хиллари приняла решение развернуться.
Напомню, что это высота 8800, это весьма солидная высота, этим тоже можно гордиться. Но ступень Хиллари находится посередине между южной вершиной и основной. И несмотря на небольшой перепад к основной вершине, там 50-70 метров, идти там весьма долго, солидный участок еще нужно пройти. И Кристина решает развернуться, спускается с Калденом, своим более опытным и первым шерпой, вниз. Идут они вместе, никто там по отдельности не спускался, никого не спасал. В то же время второй шерпа, он молодой, и он еще без опыта Эвереста. А каждому шерпе, в принципе, если в биографии есть галочка Эверест, сразу больше доверия, больше... никто не хочет себе брать шерпа, который не был ни разу на Эвересте. Поэтому Дава шерпа, второй шерпа доходит до вершины, делает эту фотографию, с которой потом был сделан фотошоп, и... в принципе, спускаются. Ну вот и все, вся история. В то же время что? Это вот история с шерпа. В то же время наши участники были в этот же день на горе и тоже видели Кристину. На вершине не видели, но вот возле ступени Хиллари где-то видели и, честно говоря, думали, что она дойдет. Но вот удивительно с Никитой. Никита шел за передовой группой, чтобы контролировать впереди идущих и сзади идущих. Он добрался до вершины, пробыл там какое-то время и на спуске перегнал Кристину, которая уже спускалась. То есть он шел впереди нее, вот, допустим, Кристина, вот Никита, он поднялся на вершину, начал спуск, и она уже спускается. Это значит, что она развернулась где-то раньше. На вопрос Никиты, была ли ты на вершине, она просто развела руками и все, никакого ни ответа, ни привета. Возможно, конечно, что Никита не видел ее, возможно, что, я не знаю, с фотошопом ничего невозможно, поэтому мне сложно сказать, что еще возможно и какие могут быть варианты и доказательства. Но Seven Summit сказала, что сертификатов, конечно, из списка Himalayan Database ей не видеть, поэтому и вопросов особо нет. Но вы можете, те, кто продолжает верить, что Кристина была на вершине, можете продолжать. Те, кто не продолжает, вы знаете историю так, как знаю ее и как я ее видел. Выносить суждения по этому поводу, мне кажется, все очевидно и понятно. Я же хочу вам сказать, что в горы стоит ходить с открытым сердцем, с открытой душой, быть максимально честными не только с окружающими, но и с собой. Мы же делаем это для себя. И поэтому ходите с открытым сердцем в горы, и не надо выдумывать никаких историй. До встречи, друзья. Пока.